Всем привет, с вами Кентуки, и в этом видосе я бы хотел подробно поговорить про геройское снаряжение для поста врача. Вместимость медпалаток, ускорение исцеления, а также снижение ресурсов при лечении – это очень важные атрибуты, которые, как и военные, нужно активно прокачивать. До появления в игре комплектов жизни и возрождения абсолютно все игроки ковали в кузнице комбинированный вариант для врача, который состоял из 6 разных предметов на вместимость медпалаток, и об этих предметах сегодня пойдет речь. Плюс я сравню этот вариант солянку с набором возрождения. Но перед тем, как мы начнем, рекомендую всем, кто еще не посмотрел два моих классных видео про героев, это сделать, так как в них я рассказал, кого из них лучше всего ставить на данный пост, то есть пост врача. Также не забывайте поощрять мои ролики своими лайками и комментариями, в том числе и этот видос, потому что для меня, как автора контента, очень важна ваша активность. Итак, снаряжение для врача. В данный момент актуальным вариантом является вариант либо с набором из разных предметов, то есть солянка, либо вариант с набором возрождения. Каждый из этих двух наборов имеет как свои плюсы, так и свои минусы, но после просмотра этого видео вы точно будете знать, что вам подходит больше и куда стоит тратить свой материал. Комбинированный вариант доспехов для врача состоит из 6 разных предметов, каждый из которых можно выковать в кузнице. Будем идти в направлении от слота оружия до слота кольца, и первым предметом здесь выступает золотой молот завоевателя из набора завоевателя уровень 30. Он дает к вместимости медпалаток 30%. Второй слот — это слот шлема, и под него крафтится фиолетовая, бронзовая, либо же золотая шапка возрождения, которая дает от 15 до 23% к вместимости медпалаток в зависимости от своего цвета. Третий слот — это слот брони, панциря, нагрудного доспеха, в общем называйте как хотите, и под него нам нужно делать только золотую броню героя из набора героя уровень 25. Она увеличивает вместимость медпалаток на 33%. Четвертый слот — слот ножной брони, и в качестве нее мы крафтим золотые поножи завоевателя. Они, как и молот завоевателя, расширяют вместимость медпалаток на 30%. Пятый слот — слот сапогов, и под него нам может подходить уже не один, а два предмета. Первый — это золотые ботинки завоевателя из все того же набора завоевателя, а второй — это золотые сапоги с цепями. Лично бы я крафтил именно сапоги с цепями, потому что их в случае замены на золотые ботинки возрождения можно будет надеть на снабженца и увеличить таким образом выработку мифрила в замке. С другой стороны, на крафт ботинок завоевателя требуется гораздо меньше материала, куются они легче, поэтому тут уж выбирайте сами. Ну и что касается процентов к вместимости, то разница между этими двумя ботинками минимальная и составляет всего каких-то 1,5%. Последний слот — это слот для кольца, и здесь лучшим вариантом будет выступать шикарное золотое кольцо веры, которое имеет сразу два атрибута на расширение вместимости медпалаток, и каждый из них дает 22,5%. Если теперь сложить все проценты от каждого из 6 предметов из этого интересного набора, то мы получим около 185% вместимости медпалаток. Чтобы вы понимали, много это или мало, то умножьте 2,8 на 95 тысяч. Это количество мест, которое дает навык красного дракона под названием кольцо здоровья, и вы получите 266 тысяч. Главный конкурент снаряжения, которое мы только что рассмотрели, это, конечно же, набор возрождения, который сейчас является лучшим с точки зрения расширения вместимости медпалаток. Но перед тем, как перейти к его сравнению с комбинированным набором, очень важно усвоить следующую вещь. Чтобы набор возрождения опережал в плане процентов снаряжения солянку, оно должно быть не хуже предлегендарного качества, либо не хуже пурпурного, но тогда у таких героев, как Сайта Кичи и Токинака Сигихара, должны быть открыты все 6 звезд. На первой, третьей и шестой звезде у двух данных героев как раз открываются навыки на процентное увеличение вместимости медпалаток, которые суммируются с процентами от надетого снаряжения. Без этих трех навыков пурпурный набор возрождения будет уступать снаряжению солянки, имейте это в виду. Наиболее экономный вариант, который не зависит от звезд героев и без этого дает хорошую вместимость, это бронзовый набор возрождения. В отличие от пурпурного, он уже будет давать к вместимости целых 194%, тогда как снаряжение солянка дает всего 185%. Ну а если добавить к этим 194 еще и бонусы к вместимости от звезд героев, то мы получим надбавку, равную 25% от Сайта Кичи, либо 35,5% от Токинаки Сигихара. В общем, чтобы не ломать себе мозг, просто куем два бронзовых набора, либо один бронзовый, один пурпурный, ну или даже два легендарных, если прям разогнаться, и радуемся высокой вместимости медпалаток. В этом видосе я не буду разбирать золотое либо же бронзовое снаряжение жизни, так как оно вообще не куется, а покупается за реальные деньги, либо добывается на фестивальных карнавалах.
То есть, если набор возрождения бронзовый или фиолетовый можно попытаться выковать на риск и сэкономить деньги, то с набором жизни так не прокатит, и его придется в лучшем случае долго синтезировать из низшего цвета в более высший, либо в худшем это покупать уже высокое качество. На этом в принципе все. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы о Clash of Kings.